Всем привет! Сегодня я хочу посмотреть такую тему. Ваша новая реальность, ваша новая жизнь, отношения с людьми, ваш мужчина. Для девочек хотела глянуть. Все подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Я вас благодарю за донаты, благодарю вас за ваши теплые отзывы о моей работе. Мне очень приятно. Я действительно чувствую, что я на своем месте. Итак, поехали. Ваша новая реальность. Ну, вы реально сейчас в другой реальности. Во-первых, вы взлетели, оторвались от старого пласта жизни, где вы долгое время копались, по локоть, знаете, в земле, когда работает человек над собой, над своими психологическими травмами, над своими программами, понимает, что это программа, что это не я так придумал, да? И вы выходите в победителя по жизни, в свое цветение. Вы долгое время жили, знаете как, из состояния одиночества и из состояния отверженности. Вас никто как будто не принимает. Вас вообще как личность не принимают, не слышат вас. И вы за этим забором стоите и в позиции не взрослого человека, осознанного, а в позиции как будто снова проваливаетесь в детство, когда случилась какая-то ситуация, здесь лет 5-6, вот так. У вас было долгое время состояние истощения, энергетическое истощение, когда нету сил. Но это трансформация шла, ваша трансформация, и вам сейчас как раз-таки открываются новые двери и возможности, потому что вы смогли прийти в состояние ничто, в состояние, когда весь фундамент у вас подчищен, и на этом как раз базисе, когда все подчищено, все травмы ваши выгнаны вон, то есть вы поняли, откуда, да, что идет. Кто-то проходил курсы, кто-то по моим курсам занимался, кто-то какие-то практики проходил. Но это люди, которые работали над собой. Те, кто не работал, даже не слушайте этот расклад, он не для вас. Это для тех людей, кто пахал, то есть каждый день. И здесь состояние обнуления, даже больше, чем обнуление. Это чернота, это первичный хаос как будто. Вот знаете, в космосе черное пространство, где нет ничего еще, где нет планет, где нет астероидов, ничего как будто нет. И вот из этого состояния может родиться что-то новое. А еще есть такое понимание, что вы, например, выросли духовно, да? Вы выросли духовно, вы понимаете, что в вашем окружении нет таких людей, такого человека для партнерства, таких подруг, например, друзей, такого слоя жизни. Вы понимаете, что вы уже выросли, и в этом слое, где вы находитесь, в вашем окружении, в вашей среде, таких людей нет. Вам нужно искать в другом слое мира. То есть это люди, которые находятся на другой ступеньке развития. Уровень развития, да, духовный уровень развития. И вы понимаете, что вам нужно стремиться туда. То есть выше, осознавая то, что если вы хотите пригласить в свою жизнь такого ценного человека, специалиста, партнера, мужчину любимого, работу классную и все такое, то есть и чтобы жизнь прямо медом казалась, да, вам нужно самому стать таким ценным человеком, таким ценным персонажем. Потому что вы можете предложить, собственно говоря,
человеку, который на 3 головы, например, выше вас по уровню развития. Что? Ну, то есть это нужно конкретно себе задавать такой вопрос. Не то, что, знаете, девушки любят. Я такая ценная, такая красивая, и все, и ничего. Нет, нет, это ваша работа над собой. Хотите себе ценного мужчину, который с чувством собственного достоинства, который настоящий мужчина и так далее. Становитесь сами такой женщиной, к которой тянутся такие люди. Ну, то есть вы должны стать ценным личностью, большой личностью. У вас источник сейчас фонтаном бьет. И вы это, кстати, познавали через свое одиночество, через состояние, когда одиноко человеку, то есть он все познает в одиночку, он все тянет в одиночку, он как бы нету человека, который бы ему помогал в этом пути. И у вас действительно сейчас другой уровень жизни будет. Вот либо в ближайшее время, либо вот уже у кого-то наступил. Кто-то вступил на эту дорогу, но еще пока не осознает, что он уже на другом уровне жизни. У вас колесо фортуны закручивается. То есть это другая линия судьбы. То есть у вас была судьба, знаете, как она крутится, колесо фортуны, не вот так, а вот так. То есть я это вижу как спираль. То есть вы выше, да, то есть по кругу выше, осознавая, да, свои какие-то процессы. Ну, кто-то ниже и так далее, да. Состояние замороженности было, но вы смело пошли в трансформацию. Знаете, смелость и бесстрашие – это 2 разные категории. Бесстрашие – это человек не пускает страх, он не чувствует его, он не чувствует также любовь, он не чувствует радость, он не чувствует ничего, он бесстрашный. А человек смелый идет в эту трансформацию, в свои страхи, в свои травмы, копается, вот это все разгребает и понимает, осознает, что только от него зависит. Действительно, девочки и мальчики, кто меня будет слушать, от вашего состояния зависит ваша жизнь, от вашего внутреннего наполнения. Когда пишут люди о том, что я не выбирала это состояние, нет. Именно вы выбрали быть в этих обстоятельствах. Именно вы своими мыслями выбрали этого партнера. Именно вы выбрали быть вот на таком уровне развития. С травмами, с программами. Это вы выбрали. Это вы пустили эти темные программы в себя. Поэтому здесь вот трансформация идет. А трансформация – это всегда болезненно. Это всегда через ломку тела и сознания. Вас как будто перепрошивают заново, понимаете? Вы будете чувствовать физические симптомы трансформации. Какие они? Это как будто вы опять снова заболеваете, бесконечно и по кругу. Это состояние, когда вы не спите, например, по ночам, не можете заснуть. Или просыпаетесь в определенное время. Когда в определенное время просыпаются люди, например, с 3 ночи начиная, то это вообще у вас просыпаются способности к веданию, к знанию. То есть у вас прорывается вот этот поток, и вас будет корежить, пока вы сами не примете этот дар. То есть вам, может быть, высшие силы хотят, предки вашего рода хотят передать вам эту силу, этот дар, вам нужно его принять. Либо вы принимаете его, либо нет. Если вы не принимаете этот дар, всячески сопротивляетесь, то вас как бы рихтуют, плющат еще больше, высшие силы. То есть это вот, знаете, это ад на самом деле, вот когда человек отказывается от своей силы. Он просто не осознает, я всего лишь человек, да, вот эту вот установку, кстати, я всего лишь человек, вообще нафиг вырубите себе из головы. Вы не просто человек, вы человек, творец своей реальности, и только так.
Вот, и у вас пошла трансформация. Аркан смерти говорит о том, что обнулилось вообще, к смерти пришло все старое. Все отжившие программы, все ненужные паттерны поведения, все какие-то установки, все болючие травмы. Вот это все просто вы решили своим намерением вычистить это все своим источником, вычистить это все под фундамент. А для чего вам? Ну, кто-то чувствует в своей прошлой жизни, понимает, что в этом воплощении он должен какую-то миссию выполнить, что это не просто так. Кто-то захотел именно другого уровня жизни, соответственно, мне нужно поменять свое сознание. У вас расширение сознания идет до божественного уровня. Так, что нужно было почистить? Мораль нужно было почистить. Мораль – это моральные вот эти принципы, которые навесили на вас родители, социум, ты должен, ты должна. Вот ты должна вот так вот жить, ты должна тянуть лямку свою, ты должна быть в семье, когда ты уже просто не можешь, например, с этим человеком жить, но ты, должна. Ты должна быть хорошей матерью, хорошим отцом, хорошей дочерью. Короче, хорошими мальчиками и девочками вы должны быть. Вы это почистили все. Пришли к какой-то легкости, к свободе. Сейчас. Извините. Только участием в своей жизни, только своими действиями, причем действиями, не просто думки. Вот я сижу, думаю, как же мне изменить свою жизнь. Вы смогли буквально себя на другую траекторию судьбы поставить, на другие рельсы. А что вы сейчас притягиваете? Ну, то, что у вас расширяется сознание, это понятно. Еще в материи вы будете чувствовать расширение. Вас больше, у вас энергетика большая. Вы сейчас притягиваете в свою жизнь исцеление, особое, кто-то божественную пару свою. Но здесь даже я так, знаете, как буду трактовать, чтобы не обещать вам божественную пару, потому что без вашей работы ничего не случится. Здесь скорее, знаете, в контексте вашего исцеления вы притягиваете просто свое исцеление своими же мыслями, намерениями, своими добрыми поступками. И вы нашли какого-то человека, либо осознали, что вас ведут высшие силы. Какие разные карты, посмотрите внимательно. Это ведут высшие силы, когда ангел-хранитель вас ведет, да, проводник какой-то хороший, именно специалист, да, человек. А вот как долго вы жили вот под этой программой. Смотрите, вот этот человек, это вы. На нем на плечах сидят, свесив ноги, какой-то другой человек, а еще сверху руководит петух. Ну, понятно, да? Это вот подчинение его. Мне просто жаль вот этого человека, который под ними, под всеми. Он думает, что он безвластный, что он не влияет абсолютно ни на что. Вот. Вы просто вы поняли, что это вам не подходит. Вы как бы отследили этот паттерн, понимаете? Это очень важно. Я когда людям говорю иногда, знаете, я говорю человеку обычно в лицо все то, что его сдерживает, какие... То есть я трансформатор вообще в жизнях людей, я появляюсь как трансформатор. Я всегда говорю честно, искренне и открыто, что тебе нужно сделать для того, чтобы твоя жизнь изменилась. Многие люди сначала отбрехиваются, лапами начинают, ты что ты там мне несешь какую-то пургу, и отворачиваются. Потом
Спустя время человек ко мне все равно приходит и говорит о том, что ты была права. Я просто до этого не дошел или не дошла. В тот момент времени я от этого всячески закрывалась, от этой правды. Вот ваша правда в том, что вы долгое время под руководством кого-то там жили. Голосов в голове, голосов, которые... Это не ваш голос. Вы решили пойти в свое цветение и совершить прорыв. Вот ваша новая жизнь. Прорыв, игривость. Что еще? Игривость в обычной, обыкновенной жизни. Чувствовать свободу в обыкновенной, в повседневье. Не когда ты в горах там, да, медитируешь, а именно вот на земле, в этой материи. Чувствовать гармонию, обретать эту гармонию в себе. После периода долгого сжатия, как пружина, вы сжимались, вы были пленником своей судьбы, родителей, социума, партнеров. И вы решили из этого вырасти, просто выйти на другой уровень. Это решение человека, это решение ваше, и только ваше. Ни один специалист вам не поможет, если вы сами не захотите приложить усилия. То есть вы человек, который пророс сквозь асфальт, да, цветок. Какая сила? Это распаковка в вас силы. Вам больше не интересны политические игры, лицемерие, ложь. Вам не интересно играть по чьим-то правилам. Вы сейчас интегрировали в себе вот этот весь свой опыт, свои светлые стороны, темные стороны, мужское, женское, в себе интегрировали что? Ну и вышли в мага. Как раз-таки только после исцеления происходит, после интеграции, происходит вообще распаковка у вас способностей, эзотерических способностей, магических способностей, целительских и так далее. То есть вы вышли в мага своей судьбы, творца своей судьбы, по-другому, если говорить, потому что начали слышать именно, ценить именно свой голос, голос своей души. У вас уже нет иллюзий на этот счет, у вас высший суд просто пришел, и завершение у вас этапа, тяжелого этапа жизни, когда вы были долгое время в безресурсном состоянии, в состоянии печали, когда вы шли постоянно на компромиссы, урезая себя, всегда другим больше, а вам мало доставалось. И вы переродились и распаковали в себе, или будете сейчас распаковывать мастера. Мастер, опять повторяю, это человек, который феерично просто обладает, пользуется своими способностями. То есть он умеет что-то делать классно и хорошо, вот он это делает. И он как бы на своем месте, он на своей судьбинной программе идет. Вы как, вы понимаете, это сочетание великолепное. То есть после перерождения у вас и мастер, и как ребенок, невинность. Это вот, знаете, шаг в неизвестное, доверие какое-то, пространству. Если будете лениться, если будете думать, что только через борьбу вы можете, допустим, достичь каких-то своих целей, то вы придете, вот опять это будет борьба бесконечная. Вам нужно через щедрость идти, вы через свою щедрость к пространству, к людям, к миру, благотворительность, да, всяческая, там, донат специалисту, который вам помог. Вы приходите к своему творческому началу, причем это Творец вышел, сам Творец, когда вы сам Творец своей судьбы, прекрасной судьбы. Кто-то замедлился, перестали себя сравнивать с другими, это вообще великолепно.
Вы знаете как? У вас сложился пазл в вашем сознании, в вашей голове, пазл относительно опыта своей жизни, для чего были нужны эти события, для чего нужны были эти люди. И у вас как-то, знаете, гармонично это все завершилось и пришло к точке. Вот эта точка, это завершение старого этапа. Тут еще смерть была и мир. Аркан мир – это завершение. Все, точка и точка. Я решил идти в свой прорыв. И точка. Вот так. Не откладывая, не проецируя на других свои какие-то хотелки, чего я хочу достичь, чтобы вот мне, например, мужчина вот мне попадется вот такой классный, и я сразу стану императрицей. Да нет. Вы должны быть этим свечением. И тогда к вам мужчина это такой же подтянется. Вот он, император. К вам приходит именно после обнуления ваших всех проекций на других людей. Вы ждете от специалиста решения ваших проблем, от мамы, папы, от родителей, там, от социума, от начальника, ну, от кого угодно, короче говоря. Но сами не хотите посмотреть в свою душу и понять, что это я проецирую просто на других то, что я должен сделать. Это, знаете, когда есть состояние, и вы выходите в доверие, то есть прыгаете в неизвестное. Когда, знаете, как это происходит? Когда, например, женщина ждет от мужчины каких-то действий, допустим, а он такой, какой он есть. Он не действует так, как она ему сказала. Вот она ждет, она злится, она уже начинает предъявлять к нему претензии и так далее, да? А потом она берет и сама начинает делать что-то, сама начинает двигаться, сама начинает раскапывать свои все триггеры, проблемы. Что ж такое, мне не получается, да, что-то по жизни, значит, я иду не той дорогой. Возможно, мне нужно сменить направление, да? И все. И вот он, император, подтягивается. Тот самый либо мужчина будет, тот, который вы, с кем вы, да, в коннекте общаетесь, либо это будет другой человек. Вы просто сейчас с доверием прыгаете в это пространство, зная, что вас там подхватят. Вы просто выбрали свой новый путь души. Вот он, к солнцу идет. Да, он трудный, но он открывается вашими шагами, именно вашими действиями. У многих мечта. Смотрите, не зацикливайтесь на мечте о настоящей любви, о настоящем партнерстве, либо мечта, но здесь больше именно о любви в контексте этом идет. Не надо впадать в ожидание. Будьте легки в моменте. Не надо ждать кого-то, не надо годами прокрастинировать и ждать. Вы должны сами строить свою жизнь. Ну, пока нет партнера, ну ладно, я сама буду себя прекрасно чувствовать, заботиться там о себе, о своих детях, да, возможно, если у вас есть дети, и так далее. Я буду заниматься собой, своим развитием, я что-нибудь новое познаю, да, допустим, пойду в обучение, запишусь в спортзал, к примеру. Я себя настолько прокачаю, просто вот от момента к моменту, в легкости, принимая каждое мгновение этой жизни. Потому что многие не умеют расслабляться. Именно знаете, как расслабляться? Не то, что ты по барам пошел и расслабился, нет. А именно в каждом мгновении чувствовать вот эту легкость, что ли. Чувствовать радость, блаженство. Потому что у вас все равно мысли куда-то вперед, либо назад, в прошлое, либо в будущее, которое еще не наступило. И проекция, бесконечная проекция, а что будет, а что было, вот это все и пережевывается, вот этот материал. Почему у вас трансформация идет так жестко? Потому что вам должны
представьте, у вас компьютерная система, ваша голова, ваше сознание должно полностью дефрагментировать вот этот жесткий диск вас, чтобы поставить туда как сказать, другую судьбу. Чтобы вы хотите прожить другую судьбу, делаете что-то для этого. Вот. И у вас у кого-то прям жесткое разрушение было. То есть вы, люди сейчас, которые меня слушали, было жесткое разрушение семьи, распалась семья, развод, крушение прежних надежд, мечт, крушение жизни, реально. То есть вы после этого выжили и стали сильнее. Вы прорвались сквозь это. Вы начали познавать, для чего мне этот опыт дан, для чего он мне. И теперь ваша аура, она защищена от любого негатива, потому что снова познали, возродились, во-первых, из пепла многие, а это идет через невинность, через осознание своей чистоты, внутренней чистоты вашей души. Ну и свечение, конечно. Сразу, смотрите, когда вот подчищается вот такой огромный пласт прошлой жизни, прошлых травм, которые забирают огромное уйму просто количество энергии в вас. У вас энергетики по нулям. Знаете почему? Потому что вы постоянно возвращаетесь в свое прошлое и говорите: я это не выбирала. Нет, это вы выбрали именно такую жизнь. Вы идете в свечение в свое, и здесь, когда вы подчищаете под фундамент всю прежнюю жизнь, понимая, что я так больше не хочу. Я выбираю другую судьбу. Я выбираю другую судьбу, и я буду так жить. Что бы мне кто ни говорил, кто бы в меня не верил. Может быть, в меня не будут верить вообще ни один человек на этой планете. Я верю себе, и я верю в Творца. Вы в себе сразу же, моментально объем энергии вот такой, как будто, знаете, загрузили вам в жесткий диск ваш, в ваше сознание, в вашу душу, и вы на этом свечении теперь будете творить свои дела какие-то. Не надо пытаться контролировать. Ваша шизофрения, она контролю не подлежит. Что такое шизофрения? Многие там обижаются на меня. Шизофрения – это раздвоение вашего сознания. Это карта так, она так и называется. Раздвоение вашего сознания. Это когда вы не можете перейти на новый уровень, потому что вы держитесь за старый. Вот этот человек, он повис между двух между двух высоток, да? Смотрите. И он боится, понятно, сорваться, поэтому он держится за прежнюю жизнь. Вот он держится за прежнюю жизнь. Ручками уже тянется к следующему уровню жизни, к которому он хочет. Ну и вот так это годами происходит. Вот такое зависание. А знаете, что вам помогло еще? Погружение в себя и молчание. Это когда ты сам один на один с собой познаешь какие-то глубины себя, практики можете проходить один на один. Чудесную практику вам сейчас дам. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, как она вам помогла. Вы можете в следующем под следующим видео там написать, потому что мне это очень важно, очень интересно, как это... Это все то, что я даю, это работает, это реально работает. Поэтому слушайте и делайте. Практика такая: берете листочек бумаги и 40 дней пишите, 40 дней пишите письмо, все ситуации, негатив, что произошло, какому-то человеку, который вас наиболее, вот у вас какой-то есть, вы чувствуете, что через него, через этого человека не происходит никак катарсис и прощение, никак. И вы должны именно этому человеку, либо там обоим родителям написать, либо партнеру, либо бывшему
мужу, жене, да, написать, либо человеку, который вас наиболее триггернул, вы должны писать ему 40 дней письмо, вот это, со всеми негативными вашими чувствами, не отправлять, естественно. То есть вот эти вот листочки вы просто собираете, на 40-й день вы берете это все, сжигаете и говорите: отпускаю во благо Вселенной, во благо тебе, человек, во благо мне, во благо мира. С любовью отпускаю, да? И сжигайте эти листочки. Вот. Если получится, можно вообще пепел развеять на 4 стороны, можете просто сжечь это все дело. Оно в дым, оно все уйдет. Вы не представляете, насколько это мощная техника. Что потом будет происходить, не удивляйтесь. У вас произойдет квантовый скачок вашего сознания. И все то, что я вам даю, ребята, это не просто с потолка взятые какие-то догмы или там где-то я там услышала и вам даю. Нет, это все то, что я сама делала для себя. Это все практики я проходила на себе. И я сначала на себе прохожу, потом даю вам. И если я вижу, что это эффективно, и это работает, я даю вам, людям, вообще, которые меня слушают. Делюсь бесплатно с вами этой техникой. Почему не 21 день? 21 день у нас только физическое тело. Физика всегда отстает от сознания. Сознание быстрее немножко работает, чем физика. Вам нужно на уровне сознания, чтобы у вас закрепился этот эффект. То есть это вычищение вашего негатива. Грубо говоря, всех негативных чувств, программ, эмоций по поводу вот этого человека, да? Что-то еще хотела сказать. Поэтому не 21 день. 21 день это просто формируется новая привычка. У вас 40 дней. Ну, это вообще классика. 40 дней всегда читают молитву, 40 дней не показывают новорожденного, например, ребенка. И так далее. Если будете зажиматься, если будете опять вот в таком состоянии сжатия, и мне мало, и я другим тоже не буду ничего не светить, не давать, не благодарить, вообще ничего, опять окажетесь в стрессе. Так. Сейчас. У вас грандиозно сейчас происходят перемены в вашем сознании, прежде всего. Через ваше дружелюбие, через вашу любовь внутри, через вашу тотальность в моменте, я именно в этом моменте, здесь и сейчас делаю что-то. Я делаю для вас расклад, я не копаюсь в телефончике или еще что-то делаю параллельно. Нет, я делаю именно сейчас это. И не думаю ни о чем, у меня и поток идет. Точно так же и вы. Через тотальность, через состояние, знаете, когда вы понимаете, что для этого нужно время. Поэтому я не терпелочка, когда вы включаете или выключаете свою терпелочку, она иногда прекращает действовать, эта терпелочка, заканчивается. Нет. Вы понимаете, что все имеет свою цикличность. Лунные циклы, да, у вас, скорее всего, по лунному календарю сейчас будет в пятницу полнолуние. К следующему полнолунию вы придете к результату уже. Это где-то через 1,5 месяца, вот так вот, если посчитать. В октябре у вас уже будет новый результат, другое. Вы почистите своими практиками, своими вот этой практикой, которую я вам дала, вы почистите все свои темные, короче, говномешалку в голове, просто вычистите это все. Вину, чувство вины, кстати, многие оставят наконец, потому что с чувством вины у вас не происходит вот этого исцеления на всех тонких планах и физически тоже. Вы болеете постоянно именно поэтому. Вы понимаете, что
приходите через 1,5 месяца, где-то так. Вы приходите к своей зрелости, выпархиваете из своей клетки, обнуляется кто-то. Кто-то как раз-таки по течению жизни, не прогибая пространство, действует просто целенаправленно, намеренно действует именно в сторону своего нового пути. И распаковываете в себе силу, огромную силу. Только вам нужно справиться с этой силой, потому что эта сила, она мощная, она фундаментальная. Вы больше не будете похожи ни на кого. Вы больше не будете молчать, когда нужно сказать что-то. А также у вас не будет вот этой, знаете, торопливости, суетливости какой-то. Знаете, когда вам срочно надо что-то сказать, вас не слышит никто, и вы повышаете голос, пытаетесь на своих связках что-то там доказать кому-то. Нет, у вас просто настолько фундаментальная сила в вас и энергия, что вас люди просто будут слушать. Все. У вас защита, вы познаете, что вы под защитой. Я говорила про новую жизнь. Новая жизнь для вас — это удовольствие, это счастье, это наслаждение, это вкус жизни. И это партнерство. То есть это настоящая любовь. Это любовь на уровне космоса, когда у вас тантрическое взаимодействие, тантра. Почитайте ее, кому интересно. Потому что это не физический уже уровень взаимодействия. Это тонкие планы бытия. Это соединение двух любящих душ в космосе. Продолжим. Вы осознаете себя как часть звездной семьи, то есть, что ваша душа огромна. Это человеческое тело маленькое, а ваша душа огромная. Так. И у вас великий прорыв происходит именно через вашу ярость, через конфликт внутри, через вот это напряжение, когда вы проходите эту болезненную трансформацию, она всегда болезненная. То есть будьте к этому готовы, и все. У вас возвращение к любви идет, в вас самих. Я хотела вас исцелить, я хотела вам напитать вас энергетикой. Видите, моя энергия, она постоянно меняется. То есть, потому что моя трансформация тоже проходит бесконечно. Сейчас вы смотрите на свечу. Просто на свечу вы смотрите. Вот так. Глазками вы следите. Это перепрограммирование с помощью движения глаз. То есть это исцеление от тревожности, от стресса, от каких-то суетливых мыслей, которые вам мешают. Смотрите сейчас сюда. Сюда смотрите.
Очень много напряжения в затылочной области, в воротниковой вашей зоне. Это тоже признак трансформации. Ну, вам нужно избавляться от этого стресса, от этого напряжения. Все напряжение уходит из вашего тела, из вашего поля, из вашего пространства. Вон из тела, вон из биополя, вон из тела, вон из биополя. В землю, в землю, в землю. Блаженство, энергия, любовь, гармония, спокойствие, изобилие, процветание, счастье, радость, счастье, радость. Все ваше тело заполняет. Чувствуете меня между ладонями, световой шар. Этот шар способен исцелить любую проблему, любую тревогу, боль. Наполняйтесь, наполняйтесь сейчас. С любовью, с принятием. До новых встреч! Если вам нужна консультация, если вам нужно исцеление, я исцеляю на расстоянии. Мне не важно, чтобы человек находился рядом со мной, это абсолютно не принципиально, потому что я работаю на энергии. Пишите мне в личку, в личные сообщения по номеру телефона, который указан там внизу под видео. Пишите WhatsApp, Telegram и Viber, любые мессенджеры.